Здравствуйте! В этом видео речь пойдет о таком понятии, как боевое применение служебных собак. Что подразумевается, когда мы говорим об этом? Прежде всего то, что собака в данном контексте рассматривается как боевое оружие, и это касается не только применения собак в армии и полиции, но и когда речь идет о защите собакой своего владельца и охране его имущества. Что же делает из собаки боевое оружие? В первую очередь, это набор врожденных качеств с последующим раскрытием и доведением их до максимальной степени проявления. Далее к этому прибавляются различные умения собаки, которые она получает при подготовке по специальным методикам. Совокупность необходимого врожденного потенциала и правильный приобретенный опыт и определяют степень эффективности собаки в боевых условиях. В этом видео я в очередной раз хочу сделать акцент на том, что методики подготовки собак не созданы для того, чтобы обучить любую собаку необходимым службам. Это невозможно. Любая методика подразумевает то, что изначально необходимо найти собаку, которая будет в состоянии освоить все тонкости и трудности обучения. Поэтому первый этап в подготовке собаки – это тестирование на наличие всех необходимых качеств и проверка степени их проявления. Если собака не проходит проверку, то она признается непригодной к службе. И в практических занятиях с такой собакой нет абсолютно никакого смысла. Поэтому если вы хотите приобрести собаку для служб, где фундаментом является противостояние с человеком, то должны ответственно отнестись к своему выбору. И тут возникает вопрос, а что делать владельцу собаки, которая не прошла тестирование и получила статус непригодной для защитно-караульной службы? В таком случае каждый владелец решает сам для себя, как ему поступить. Можно прибегнуть к спортивным методикам и обучить собаку хоть каким-то навыкам раздела защиты. Но при этом не стоит забывать, что такие занятия просто создадут видимость работы, которая рухнет как карточный домик при первой же жесткой проверке. Я уже не раз касался темы различий методик спорта от подготовки охранных и защитных собак. Но в этом видео я немного больше приоткрою занавес подготовки собак для боевого применения, чтобы уже раз и навсегда поставить точку в вопросе полной непригодности методик спорта в этом направлении. При этом я в очередной раз хочу отметить, что спорт с собаками – это прекрасное направление, которое имеет огромное значение для кинологии, но необходимо правильно понимать всю суть и философию этого явления. Проводить сравнение спортивных методик с подготовкой собак для боевого применения я буду для того, чтобы в полной мере осветить особенности и нюансы боевой подготовки. Освещение этой темы я буду вести на основе рассмотрения службы собак армии СССР, по той причине, что армейская подготовка собак тех времен является апогеем кинологии в этом направлении. Никоим образом не хочу обидеть военных кинологов других стран, но те знания, которые были саккумулированы военными кинологами Советского Союза, дают мне право говорить именно в таком ключе. Да, бесспорно, кинология Великобритании в первую очередь, а после уже и Германии в данном аспекте обладали и большими знаниями и опытом, но в период после Второй мировой войны и до конца 60-х годов прошлого века служба собак армии СССР ушла далеко вперед от своих зарубежных коллег. Прежде всего ввиду того, что ни в одной стране мира не выделялись такие огромные средства в служебное собаководство, как в Советском Союзе, в котором была разработана целая система, где армейская служба собак была полностью взаимосвязана с гражданскими клубами ДОСААФ, и только в комплексе этой связки и можно рассматривать служебное собаководство СССР. В этом взаимодействии у каждой из сторон были свои цели и задачи. В клубах ДОСААФ закладывался фундамент, на котором строилось дальнейшее раскрытие потенциала собак в армии. Это как в случае с самбо, разделяющимся на спортивное, которое в те времена было доступно гражданским лицам, и боевое, в котором присутствовали более жесткие элементы боя, и им обучали в армии и милиции. Но при этом оба эти раздела были взаимосвязаны, и одно вытекало из другого. Так и в служебном собаководстве Советского Союза. Для гражданских лиц собак обучали самым простым навыкам, которые вытекали из армейской подготовки и являлись ее фундаментом. Итак, давайте посмотрим отличия требований подготовки собак в армии от спортивных нормативов,
проведя параллель с современными программами. Сравним для начала требования в разделе послушания. Давайте посмотрим выступление собаки в IGP, который является самым требовательным из сегодняшних спортивных нормативов. На экране вы видите выступление собаки на чемпионате мира, которая набрала максимально возможные 100 баллов, что говорит о том, что собака весь раздел выполнила идеально, не допустив ни единой ошибки. Но если рассмотреть ее послушание с точки зрения армейских критериев, то мы увидим целый ряд недопустимых ошибок. Возьмем для примера фундаментальное требование в послушании для боевой собаки – концентрация внимания на проводнике, который находится на расстоянии от нее. Мы видим, что когда спортсмен отходит от собаки, то она постоянно поворачивает голову по сторонам, теряя концентрацию на спортсмене, а как следствие спортсмен теряет контроль над своей собакой. И если бы в такие моменты была необходимость дать собаке команду жестом, то она ее попросту не увидела бы. При этом собака не получает никаких штрафных баллов за такое действие. Понимаете, о чем я? Требование, которое является фундаментом для взаимодействия собаки и проводника в боевом применении, в программе IGP отсутствует полностью. Главное для выступления в спортивном нормативе – это четкое доведенное до блеска выполнение набора необходимых навыков, а концентрация на проводнике учитывается, когда собака находится в непосредственной близости со спортсменом, выполняя команду рядом. А на этих кадрах я отрабатываю концентрацию внимания со своей собакой. И главной моей задачей является то, чтобы собака на 100% была сконцентрирована на мне и ни в коем случае не вертела головой. И для этих целей я использую те же команды, как и спортсмены в нормативах: сидеть, лежать, стоять, ко мне. Вы поняли, к чему я веду? Спортсмены работают каждый день на тренировках с целью достижения четкого и безошибочного выполнения каждого навыка программы. А у собак, которых готовят для работы в боевых условиях, все наоборот. Неважно, как собака села или легла, корректно или нет, главное, не верти головой и будь взглядом прикована к своему хозяину, который находится на расстоянии, и именно эта задача отрабатывается изо дня в день. Особенно в условиях города, где, отвернувшись на секунду, собака надолго потеряет хозяина из виду. При этом и в одном, и в другом случае используются одни и те же навыки, но совершенно с разными целями. Вся суть боевой подготовки сводится к тому, что вы постоянно работаете над раскрытием максимальной степени проявления врожденных качеств, а общепринятые навыки являются только лишь сопутствующим инструментом. При этом делается акцент на то, чтобы, приобретая опыт, собака не сталкивалась с навыками, которые в последующем могут навредить в ее работе. Сейчас я хочу объяснить один момент. На экране вы видите, как я со своей собакой отрабатываю навык забегания, или как его еще называли во времена ДОСААФа, циркуль. Этот навык в те времена демонстрировали на показательных выступлениях. Картинка этого навыка выглядит следующим образом. Для задержания нарушителя, который засел в засаде и не собирается сдаваться, проводник с собакой разбегаются в разные стороны и перемещаются так, чтобы нарушитель оказался между ними. При этом собака должна оказаться за спиной нарушителя. Для этого используются разные навыки послушания: смена места укрытия, переползание, выдержка и прочие. А когда нужная позиция занята, инструктор выходит к нарушителю, вызывая его на переговоры. И как только нарушитель вышел из укрытия, инструктор поднимает руки, показывая, что он без оружия. При этом поднятые руки являются для собаки сигналом атаковать. Демонстрация этого навыка на выставках всегда воспринималась с восторгом, и зрители с интересом наблюдали за этим действием. Вы спросите, а для чего я вам это показываю? Смысл вот в чем. Собаку можно научить чему угодно, перемешать разные навыки послушания с навыками защиты, подчеркнуть выдержку собаки и контроль над ее возбужденным состоянием, но все это будет элементами развлекательного шоу и не более того. В боевой обстановке никто не использовал бы никакое забегание. Если такая форма задержания имела бы смысл, то после занятия нужных позиций инструктор передал бы собаку на поводке другому бойцу тревожной группы, сам вышел бы к нарушителю, а собаку пустили бы по его команде то, что называется, с поводка. И от нее требовалось бы только одно – быть все время прикованной взглядом к своему проводнику и при первой же команде выполнить задержание.
Вся армейская подготовка сводится к тому, что в бою используются только простые решения, без всяких лишних премудростей. На тренировках собака проходит максимально сложные в эмоциональном плане задания, с высокой концентрацией внимания, которые позволяют закрепить нужную и при этом простую модель поведения. Боевое применение – это не спортивный норматив, в котором элементы послушания тесно переплетены с элементами защиты и должны демонстрироваться в комплексе, тем самым подчеркивая контроль возбужденного состояния собаки со стороны спортсмена. Собака должна по команде и прекратить хватку, и выполнить команду ко мне. Все это также учитывается и в отборе племенных собак. А вот для боевого применения эти навыки являются полностью бесполезными по нескольким причинам. Отпуск по команде в бою не сработает. В нормативах для того, чтобы собака отпустила фигуранта по команде, он должен остановиться и не делать никаких движений. А в бою это невозможно. Противник будет или пытаться освободиться от захвата, испытывая боль, или будет стараться нанести ущерб собаке и уничтожить ее. Следующая причина. В боевой подготовке все сводится к формированию правильных моделей поведения. Поэтому, чтобы собака ввиду сформировавшегося рефлекса случайно не сработала на крик противникам общепринятых команд «фу, нельзя, отпусти» и прочих, таким командам собаку не обучают. Мало того, на тренировках специально приучают собаку агрессивно реагировать на произношение чужим человеком клички собаки и различных требовательных команд. А теперь главное. В натаске собаки раскрываются и доводятся до максимального проявления все качества, ввиду которых собака вступает в бой и в последующем ведет схватку с противником. И если, к примеру, взять такое качество, как злость, то ее высшим проявлением является так называемая мертвая хватка. Безусловно, этим качеством обладает немного собак, но в натаске цель одна – выйти на максимальное проявление каждого качества. Поэтому само по себе обучение командам «дай» или «подзыву ко мне» в процессе боя противоречит самой сути подготовки собаки для схватки с врагом. Это все равно, что питбулю в разгар поединка дать голосовую команду прекратить все действия и подойти к хозяину, или яхтерьеру, который ведет схватку в норе, дать голосовую команду, чтобы он отпустил лисицу, оставил ее в покое и пришел к хозяину. Сможете вы такому научить собаку? Конечно же нет, потому что в таком случае вы беретесь за решение взаимоисключающих задач. Поэтому для каждой боевой собаки находят свой рабочий метод механического съема, от защипывания в разные места до применения специальных разжимок. Да вы и сами можете провести эксперимент. Попробуйте собаку, которая обучена безотказно отпускать рукав или костюм, отозвать от фигуранта, который не прекращает активные действия, и сами убедитесь, что собака не сработает. Здесь я сразу хочу отметить, что проявление мертвой хватки никоим образом не противоречит обучению навыку перехват, так как всегда сопровождается, как говорят охотники, работой по месту. Это как яхтерьер в суматохе боя, схватив лисицу за лапу или за спину, не проявляет мертвой хватки, но добравшись до горла, он тут же смыкает челюсти намертво. Стоит упомянуть о том, что терминология охотников с давних пор используется военными кинологами, ввиду того, что она максимально отображает суть практического применения. Подготовка собак для боевого применения в корне отличается от спортивных методик. И это касается и стратегических, и тактических, и технических аспектов. Если рассмотреть стратегию подготовки собак для нормативов и провести параллель со спортом у людей, то ее можно сопоставить с тяжелой атлетикой. Атлеты, поднимающие штангу на соревнованиях, проделав огромную работу в зале, выходя на помост, пытаются превысить результаты, которые они показывали на тренировках, и выжать из себя максимум, занять призовые места, поставить рекорды, и ввиду этого получается много неудачных попыток. Так и спортсмены, выступающие с собаками, стремясь выполнить сложные навыки, теряют баллы, так как не всегда получается максимально качественно выполнить программу. А собак, выполняющих боевые задачи, как бы весело это ни звучало, можно сравнить с атлетами цирка. Они так же, как и штангисты, в зале выполняют колоссальную работу. Но выходя на арену цирка, они выполняют номера, которые по своей нагрузке гораздо меньше, чем на тренировках в зале. Поэтому выполнение всех номеров проходит без ошибок. Так и военные собаки. В работе они выполняют нагрузку, которая намного меньше, чем та, которую они отрабатывают на тренировках. Теперь я укажу технические моменты в области натаски собак для противостояния с противником,
которые максимально подчеркнут всю бессмысленность применения спортивных методик в боевой подготовке собак. Для понимания того, как формировались принципы натаски служебных собак в противостоянии с противником, обратимся к истокам их применения в армии и полиции. Первые упоминания об успешном использовании собак на службе говорят о том, что в 1816 году в Шотландии полиция при задержании банды контрабандистов использовала бультерьера. Некоторые источники указывают на то, что это был булл-энд-терьер, так как порода бультерьер, которую вывел Джеймс Хинкс, официально появится почти 50 лет спустя. В последующем в армии и полиции стали использовать собак разных пород. Опыт боевого применения дает возможность на практике увидеть все плюсы и минусы в методиках, и только лишь такой подход брался за основу создания принципов боевой подготовки. Одну из главных ролей в формировании методик обучения противостоянию с человеком сыграла самостоятельная охрана собаками различных объектов. Но тут стоит сказать, что уже в те времена эта служба считалась сомнительной, так как без помощи человека для собаки это была верная гибель, и дальнейшее применение боевых собак стали рассматривать в тандеме с проводником. Но для технических аспектов самостоятельная охрана стала импульсом перемен, ввиду того, что во время несения именно этой службы погибало огромное количество собак. В основу формирования технических элементов подготовки собак для борьбы с человеком легли многочисленные показания преступников, которых задерживали после налетов на охраняемые объекты. Объединяло эти показания то, что когда преступники готовились к налету и зная, что на объекте есть служебные собаки, они целенаправленно готовились к такой встрече. Одни наматывали на руку жесткую ткань или резину, другие изготавливали специальные рукава или даже куртки, чтобы дать собаке произвести хватку в защищенное место, а после нанести ей удар ножом или другим предметом. В связи с этим перед кинологами стояла задача, как решить эту проблему и нейтрализовать ухищрения преступников. При этом кинологи разных стран, независимо друг от друга, приходили к одному и тому же решению этой проблемы, вследствие чего в боевой подготовке собак появилась методика, которая носит название «работа по плоти», цель которой заключалась в том, чтобы собака постоянно искала возможность нанести максимальный физический урон врагу. Эта методика появилась еще до начала Первой мировой войны, а с годами она обрастала новыми техническими элементами. Ее смысл заключался в том, что собака должна была то, что называется, выплевывать тряпки, которые ей пытались впихнуть в пасть. Произведя хватку и поняв, что у нее в зубах тряпка, собака должна была прекратить хватку этого места с целью продолжения поиска плоти человека. Этот технический элемент называется умение гулять по площадям. Начальным этапом такого обучения, естественно, является эмоциональный фундамент, в котором закрепляется понимание собаки, что именно человек является для нее добычей, в прямом понимании смысла этого слова. Здесь я еще раз хочу напомнить о том, что когда представители спортивных нормативов говорят о инстинкте добычи, то они искажают саму суть этого понятия, которое в спортивном лексиконе правильнее обозначать как игровую мотивацию. С появлением методики «работа по плоти» в мире служебного собаководства появляется такой инструмент, как защитный костюм, цель которого заключалась в том, чтобы научить собаку не зацикливаться на тряпках. Да, уважаемые слушатели, вы не ослышались, именно в этом была его первоначальная роль, но защитный костюм выглядел немного по-другому. Многие из вас видели защитные костюмы времен Советского Союза и помнят, что они отличались от тех, которые вы видите сейчас. На них присутствовали различные элементы, нашитые на плечи, шею, спину, внешнюю часть руки. Называли их по-разному, и ребра жесткости, и валики. В армии также использовались костюмы с элементами из вакуумной резины. Все эти элементы и служили для того, чтобы убрать у собаки зацикленность на тряпке и научить работать по площадям. Кроме всего прочего, инструктор, работающий в костюме, располагался в специальном станке. Со временем применение защитного костюма в показательных выступлениях и в спортивных нормативах исключило все вышеперечисленные элементы на этом инструменте и в корне поменяло его целевое назначение, как и сама методика «работа по плоти» ушла в прошлое. Но правды ради стоит сказать, что даже в конце 80-х годов прошлого столетия, когда я проходил службу инструктором службы собак пограничных войск, многие старшие инструктора отрядов некоторые элементы этой методики вводили как обязательные в натаске собак.
Те, кто в те времена проходили службу инструкторами, помнят, как мастерили разные конструкции из тряпок, бумаги, мешочками с кровью, которые брали на животноводческих хозяйствах. Конечно, это уже не была эта методика в полном объеме, но тем не менее она имела место быть. Здесь стоит отметить, что появление такого навыка, как перехват, в программе защитно-караульной службы редакции ДОСААФа и носило в себе цель выработать у собаки первоначальное умение не зацикливаться на тряпке и, как следствие, на одном месте укуса. Когда собаки, прошедшие в клубах ДОСААФ обучение на перехват, попадали в армию, то они легче и быстрее проходили дальнейшее обучение по методике работа по плоти. Вот почему в программу гражданских клубов был введен навык перехват, как обязательный. Собаки, не выполняющие этот навык, считались непригодными к несению служб, где основой являлось противостояние с человеком. В армии собака приравнивается к оружию, а мы понимаем тот факт, что оружие служит инструментом для уничтожения врага. И здесь возникает вопрос, а можно ли считать собаку, подготовленную по спортивным методикам, таким оружием? Конечно же нет. Какой вообще смысл в подготовке боевой собаки по принципам спорта, если вся эта подготовка перечеркивается банальным действием врага, когда он на руку наматывает тряпку, и все, собака становится беспомощной? Ведь первым и самым главным противоречащим боевому применению является тот факт, что в спортивных методиках фундаментом является зацикливание собак на тряпчаной амуниции. Также со щенячьего возраста собаку приучают держать хватку в одном месте, несмотря ни на какие действия со стороны противника. Здесь нужно понимать, что такая подготовка ведет к тому, что наступает момент, когда зацикливание на тряпке убрать невозможно. При этом совершенно не важно, что в некоторых спортивных нормативах обучают собаку кусать за разные части костюма, ведь войдя в определенное место укуса, собака все равно держит хватку в одном месте и не меняет ее. А также она, то что называется, разряжается в тряпку. И со временем это закрепляется в устойчивый рефлекс. Также не даст желаемый результат сбрасывание рукава или куртки. Это упражнение имеет свой смысл только при полностью правильной подготовке, а не как отдельный элемент, вставленный в спортивные методики. Стоит сказать, что рукав и костюм можно в полной мере использовать в тестировании племенных собак. Задача заводчика – выявить врожденные качества собаки, и ему при этом без разницы, куда разряжается собака – в тряпку или в рукав, делает она перехват или нет, все это в племенной работе не имеет значения, потому что всем необходимым качествам можно дать оценку, работая в любой амуниции. Поэтому я и говорю о том, что все направления в кинологии в корне отличаются в вопросе раскрытия потенциала собаки для определенных задач, и каждый нюанс, каждая мелочь имеет значение. Нет никакого смысла в спортивных методиках для подготовки собак к охране и защите. Ведь даже натаска на умение держать удар для боевого применения в корне отличается от требования этого аспекта в спорте или в племенном допуске, потому что боевая собака должна избегать того, чтобы принимать на себя урон. В бою неправильно подготовленная собака проявит ненужный стереотип в поведении, и это может стоить ей жизни. С точки зрения боевой подготовки нет никакого смысла в спортивных принципах, ими вы просто будете усложнять себе задачу. Сначала зацикливая собаку на тряпках, а потом еще дольше делать колоссальную работу, чтобы убрать эту зацикленность и переключить на человека. Вы понимаете, что это абсурд, ведь получается вы умышленно делаете ошибку, которую потом, возможно, вообще не сможете исправить. Эффективность работы собаки в боевых условиях напрямую зависит от правильно выбранных принципов подготовки. При этом игрой с рукавами и костюмами занимайтесь сами со своими собаками. Во времена СССР инструктора, досконально разбирающиеся в подготовке для боевого применения, это приветствовали и рекомендовали. В таких играх собаке придет полное понимание, что вся эта амуниция предназначена для игры. Я всю жизнь играю со своими собаками с разного рода амуницией, начиная с валиков и тряпок и заканчивая скрытой амуницией. Также нужно понимать, что готовить собак для настоящего противостояния с человеком – это совершенно другой график занятий, нежели в спорте. Это сопоставимо как притравка норных собак. Собака несет очень напряженную эмоциональную нагрузку в боевой подготовке, и такие занятия должны быть крайне редкими. А вот при помощи спортивных методик хозяину лично со своими питомцами можно заниматься хоть каждый день. Это позволит держать собаку в хорошей физической форме. К тому же во время игры вы можете отрабатывать различные технические приемы, захваты и удержания, с которыми собака столкнется в настоящем бою.
а закрепленный технический арсенал сработает как динамический стереотип на выход из разных положений во время противостояния. Еще раз акцентирую ваше внимание, с собаками, которые готовят к боевому применению, играть с амуницией должен хозяин, ну или какой-то очень близкий для нее друг. Собаки умные и прекрасно понимают, где игра, а где настоящая драка. Грамотно подготовленная собака будет безошибочно искать в настоящем бою момент для нанесения максимального физического урона врагу. Хочется отметить, что в интернете вы нигде не увидите видео работы собак по методике работа по плоти. Ни один кинолог, находясь в здравом уме, не выложит такое видео, потому что оно должно будет называться «Пособие, как научить собаку убивать человека». Посмотреть видео настоящей натаски собак на человека вы сможете только в процессе частного общения, обратившись к кинологу для обучения вашей собаки. Но кинологов, которые действительно разбираются в натаске собак для боя с человеком, единицы. Можно ли всему этому учить собак для гражданского населения? Вопрос риторический, но если ко всему этому приобщить специальное разрешение и контроль соответствующих органов, то почему бы и нет? Ведь существуют разрешения на разного вида оружия, и если собака рассматривается как охранник и защитник в ответственных руках, то можно склониться в сторону необходимости таких собак для гражданских лиц. Возвращаясь к вопросу, получает ли собака боевые навыки, когда в костюме или рукаве работает чужой человек? Да, получает. Любая тренировка на костюме или скрытую амуницию, все это способствует развитию сноровки, каким-то приемам боя, умению собаки пользоваться своим оружием. Работая в рукаве, даже можно в полной мере раскрыть все необходимые качества в эмоциональном плане. Но является ли такая подготовка правильной? Ответ однозначный – нет. Если собака не подготовлена по методике работа по плоти, то инструктор в армии не имеет морального права применять ее в боевых условиях, потому что это будет работа, рассчитанная на везение или случайность. Войдет собака в нужное место хватки – хорошо, не войдет – значит не повезло. А если к этому еще прибавить тот факт, что собака в спорте должна держать удар, не меняя место хватки, то у нее возникнут большие проблемы. Сегодняшние реалии показывают то, что армейская подготовка перемешалась с социальными сетями, и непонятно почему занимается нелепым самопиаром, хайпом, одним словом показухой, как говорили в старые добрые времена. Смешно, но это правда, ведь в отличие от сегодняшней действительности, подготовка собак в армии и милиции Советского Союза всегда была закулисье. Я не затрагиваю разыскную службу и обнаружение взрывчатых или наркотических веществ, я имею в виду аспект натаски собак для боевого противостояния с врагом. В наше время в этом вопросе армия перешла на циничное потребительское отношение к собакам. Спортивные методы вперемешку с элементами работы в наморднике и все, собака поехала на службу. А там уже как повезет. Думаю, вы понимаете, что нельзя готовить собаку для боя, рассчитывая на случайность. Оружие готовится методично и для безотказной работы, а не из расчета на удачный исход. Собака, зацикленная на рукаве или костюме, в бою возьмет какую-нибудь тряпку и будет разряжаться в нее. В армии собака готовится к противостоянию не со случайным прохожим, а к подготовленному противнику. Она должна быть готова преодолевать стресс. На занятиях ей дают понять, что ее будут убивать, а не играть с тряпками. И еще один очень важный момент – это вступление в схватку, так называемое включение. Ошибочно думать, что развить этот аспект можно моделированием разных ситуаций. Единственный путь получить максимально безотказное включение – это раскрытие боевого инстинкта с формированием памяти врага. При этом необходимо признать, что если собаке для включения в бой нужна помощь хозяина, то такая собака непригодна к защитно-караульной службе. Да, безусловно, взаимодействие хозяина с собакой играет огромную роль в боевых условиях, но это взаимодействие должно ложиться на прочный врожденный фундамент собаки. В качестве примера можно привести яхтерьера. Ему не нужно никакое моделирование ситуаций. Увидел лисицу и включился. Так и хорошо подготовленной служебной собаке нужно только присутствие чужого человека, и она будет ждать малейшей провокации или команды хозяина вступить в бой. Реальный бой – это не шутки, это не игра, это не спортивный норматив, где вам просто снимут штрафные баллы. Это работа на грани жизни и смерти. При этом каждый понимает, что наличие у противника ножа, газового баллончика или огнестрельного оружия полностью меняет баланс сил и ставит под угрозу жизнь собаки. Нужно понимать, что собака в бою – это оружие хитрости и никак не иначе.
и ее применение должно быть полностью продуманным. Вступление собаки в бой должно быть неожиданным для противника. Для нее должна быть выбрана и максимально выгодная позиция, и отвлечение внимания противника, и пуск с минимальной возможной дистанцией, чтобы инструктор и другие бойцы как можно быстрее могли прийти на помощь собаке. Пуск на задержание в боевых условиях производится крайне редко и должен быть полностью оправдан. Если взять за пример собаку на пограничной заставе, то ее основная цель была в том, чтобы обнаружить нарушителя или указать направление, в котором его нужно искать. А уже при задержании, если это целесообразно, использовать ее максимально осторожно. Собака – это живое существо и друг для инструктора, а не автомат, который, если поломается, то бойцу выдадут другой. Если вы услышите приказ пустить свою собаку на задержание вооруженного нарушителя, то у вас сердце кровью обольется, и первая мысль, которая вам придет в голову, будет та, что вы сейчас потеряете своего лучшего друга. И говорю я это не как человек, начитавшийся книжек, а как тот, кто на практике прошел все это на службе в пограничных войсках, с собакой, которую вырастил со щенка. Бездумная смерть собаки не даст никакой пользы и не решит поставленных боевых задач, а только принесет трагедию хозяину собаки. Служебная собака в пограничных войсках – это уши и нос заставы, и ее носят на руках и не дадут повода, чтобы ей рисковать. Ведь все понимают, что собака не оценивает риски, она, доверяя инструктору, бежит в бой не раздумывая. Гибель собаки – это всегда следствие ошибки инструктора и командира группы. Поэтому разного рода видео, где говорят, что первая пуля предназначается собаке и что ценой своей жизни она должна выиграть какие-то секунды для спецназа – полный бред. Кому нужен такой спецназ, которому для выполнения боевой задачи необходима ничем не оправданная смерть служебной собаки? Да и разговоры о том, что собака – это одноразовое оружие, из той же оперы. При неправильном подходе и рота солдат может стать одноразовым оружием. В армии очень важно понимание, каким оружием является собака и какую роль она может играть в боевом применении. Ведь одну и ту же задачу можно выполнить по-разному. Можно просто, надев на собаку специальное снаряжение, пустить ее под танк, и она ценой своей жизни выполнит задачу. При этом собака думает, что бежит для приема пищи, как это происходило во Второй мировой войне. А можно ту же задачу выполнить более искусно, правильно подготовив собаку, разработав соответствующее снаряжение, выбрав правильное место для проведения боевой операции, а главное, сделав все возможное для того, чтобы собака осталась жива. Вот поэтому в армии СССР и готовились грамотные специалисты, которые учитывали все тонкости боевого применения собак. И в том числе то, что собака для инструктора – это близкий друг. Ведь если бы бездумно терялись собаки, то инструкторов-кинологов днем с огнем было бы не найти. Кто захотел бы повторно проходить бессмысленную потерю своей любимой собаки? Поэтому я с полной ответственностью говорю, что служебное собаководство времен СССР – это был апогей военного искусства в области боевого применения собак. В этом показателе Советский Союз ушел далеко от кинологов других стран. И в доказательство этому можно привести результаты множества военных соревнований, в которых принимали участие кинологи разных стран. Инструктора службы собак СССР всегда были на голову выше своих западных коллег в службах, где фундамент противостояния собаки с человеком. В 1988 году я лично присутствовал на соревнованиях в городе Великие Мосты, где инструктора-пограничники Советского Союза не оставили никаких шансов кинологам Чехословакии, ГДР и других европейских стран. И такие успехи были прежде всего ввиду того, что на службу собак выделялись огромные средства. Но в сегодняшних реалиях боевое применение собак в армии и полиции сведено до очень низкого уровня. Вы только посмотрите на пресловутую службу К9. В разных социальных сетях ходит огромное количество видео с применением их собак в боевых условиях. На официальных ресурсах этого подразделения идут просто целые сериалы об их деятельности. И что мы там видим? А ничего хорошего. Бездумное, лишенного всякого профессионализма применение собак, сопровождающееся очень частой и необоснованной гибелью четвероногих воинов. Посмотрите сами эти видео, там ошибка на ошибке, начиная с пусков собаки на задержание с брошенным поводком, через который она может споткнуться, да и противник может его использовать как инструмент для борьбы с собакой. А ведь инструкторами пограничных войск Советского Союза было придумано такое приспособление, как скользкий поводок, и собака в считанные мгновения отстегивалась с поводка. Посмотрите на взаимодействие инструкторов К9 с оперативной группой. Проанализируйте целесообразность пуска собак на задержание.
Не нужно быть большим специалистом в тактике боевого применения собак, чтобы понять всю глупость происходящего. И при этом все это преподносится как какие-то суперпрофессиональные специальные операции. За такие спецоперации в Советском Союзе инструкторам поотрывали бы головы. А знаете, что самое важное мы можем увидеть на видео К9? Низкий уровень качества служебных собак. И об этом руководство армии и полиции Запада совсем не скрывают. А также не скрывают и то, что низкий уровень – это результат того, что ориентирами в племенном разведении взяты спортивные нормативы. И все лежит на поверхности, ведь даже собаки, выступающие на чемпионатах мира по IGP, очень часто демонстрируют слабый характер. Те, кто в теме, помнят, как на соревнованиях 2017 года в разделе «Защита» фигурант немного жестче обычного принимал собак. Многие собаки отказались от борьбы, а ведь это чемпионат мира, который собирает чемпионов своих стран. Что тогда говорить за остальных, если чемпионы убежали? Я вам скажу как есть. Применение спортивных методик в подготовке для боевых условий – это преступление по отношению к собакам. Это сопоставимо, как учат собаку бежать под танк для приема пищи, а на самом деле посылают ее на смерть. Вот так и собак, подготовленных по спортивным методикам, попросту обманывают, пуская на задержание, руководствуясь принципом «а вдруг повезет» и хорошая генетика сделает свое дело. Возвращаясь к служебному собаководству времен ДОСААФа, хочется отметить, что в этой системе каждое направление, каждый навык имели свой смысл. На сегодняшний день ушло полное понимание принципов подготовки собак в армии СССР. Совсем не осталось разъяснений к отдельным службам, многим навыкам или сплитам команд. К примеру, выборка искомого человека со следа с последующим задержанием или сторожовка. Ведь если вы почитаете в общедоступных руководствах о методах отработки этих навыков и их роли в тактическом применении, то у вас возникнет одно сплошное недопонимание в целесообразности всех этих наработок. Но если вы глубоко вникнете во всю систему армейской подготовки, то поймете, что все гораздо проще, и та же сторожовка будет вами восприниматься совсем иначе. Ведь смысл в ее отработке на занятиях – это формирование памяти врага и принятие самостоятельного решения. И благодаря сторожовке на границе задержали нарушителей больше, чем при помощи всех остальных навыков вместе взятых. В этом и кроется основа подготовки для боевого применения. Формирование простых моделей поведения на основе сложных навыков, где сами навыки уходят на второй план и в практическом применении абсолютно не принимают участие. Знаете, почему немецкая овчарка стала лучшей защитной и охранной породой? И подавляющее число собак в армии СССР были именно немецкие овчарки. Потому что в стандарт этой породы был заложен алгоритм, как стать лучшей в этих службах. Хотите получить лучшего охранника и защитника? Раскрывайте качества, прописанные в стандарте немецкой овчарки. Касаемо методики работы по плоти, можно отметить еще то, что во времена Второй мировой войны собаки ставились с местом укуса в лицо, без всяких сантиментов. Война есть война. Причем такая техника ставилась и кинологами Германии, и кинологами Советского Союза, а также и кинологами других стран, которые принимали участие в боевых действиях. Думаю, каждый находил информацию в различного рода литературе, что собаки убивали врага с местом хватки в горло. На самом деле собаки ставили хватку в лицо, или как еще говорили в голову. Сути это не меняет. А вот когда собака произвела хватку в лицо, то после этого естественным образом она для проявления хватки искала более мягкую плоть и производила укус за шею. Постановка хватки в лицо считается самой простой как с технической точки зрения, так и в вопросе изготовления амуниции. И в условиях войны считалась самой эффективной, ввиду того, что лицо являлось единственным открытым местом военнослужащих, и даже при высоком прыжке, который относится к слабым местам этой техники, атака в лицо была неожиданностью для человека, особенно если она выполнялась на большой скорости. Здесь стоит упомянуть, что на Нюрнбергском процессе упоминалась информация о том, что кинологи нацистской Германии натаскивали своих собак на узниках концлагерей. И в числе показаний есть и информация о натаске хватки в лицо. А кинологи армии освободителей от фашизма в свою очередь платили той же монетой и своих собак натаскивали на немецких военнопленных, что подтверждается показаниями вернувшихся из плена немцев.
Ни для кого не секрет, что после победы над фашистской Германией в руки победителей достались документы о разных разработках немецких кинологов по натаске собак и опытах над ними. Часть этих документов перекочевала в архивы Конгресса США, часть в архивы НКВД СССР и далее использовались как фундамент для дальнейших исследований в служебном собаководстве. После войны постановку хватки в лицо перестали использовать. Нарушителей границы или предполагаемых преступников нужно было задерживать, а не уничтожать. Поэтому военные кинологи Советского Союза перешли к отработке хватки в руку выше локтя и нахождением в зоне комфорта за спиной. Но после распада СССР такие методики канули в прошлое, и боевые собаки ушли на задний план. Никто уже не подходит так скрупулезно к отработке навыков борьбы с человеком. Лишь только единицы кинологов из разных стран занимаются этим направлением. И на сегодняшний день многие из них объединяются вокруг клуба «Каскад». И это не может не радовать, ведь основная цель «Каскада» – объединить в одну систему всевозможные принципы подготовки собак для боевого применения. Но, как говорится, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому «Каскадом» разработан новый формат мероприятий, на которые будут приглашаться те, кто занимается боевой подготовкой собак. На них можно ознакомиться с программой «Каскада», вживую увидеть работу собак, а также, как всегда по традиции, «Каскад» дает возможность любому желающему поработать с собаками клуба и оценить их качество. Что касается соревнований клуба «Каскад», никаких больше программ со спортивными оттенками. Вся деятельность клуба и соревнования в том числе направлена только на боевое применение собак. И я вам больше скажу. Кинологи, служащие со своими собаками, которые ознакомились с методиками «Каскада», без лишних колебаний переходят на них, потому что вся методология клуба построена на опыте боевого применения. За долгие годы проделана огромная работа, чтобы собрать в одну систему методики прошлого, а также разработать целый комплекс своих. Эта система позволит братьям нашим меньшим быть максимально готовыми ко всем трудностям при несении соответствующих служб. С момента распада Советского Союза прошло более 30 лет. Для кинологии это огромный срок. Если рассматривать этот период с точки зрения племенной деятельности, то это 10-15 поколений собак. На этих кадрах 1995 года вы видите заседание Президиума Кинологического Союза Украины, на котором уже говорится о том, что порода немецкая овчарка теряет свои рабочие качества. При этом на тот момент прошло всего 2-3 поколения собак, которые отбирались на основе европейских принципов. Такое поголовье немецкой овчарки, если можно назвать так, шарика, идет в пограничные войска. Причем это поголовье резко падает по различным причинам. Через 15 лет после этого заседания стартовали соревнования на призы клуба «Каскад». На этих кадрах 2010 года открытие турнира, который посвящен ветеранам-кинологам-пограничникам. Открывает турнир начальник службы собак пограничных войск, полковник Каплунов Виталий Викторович, который в далеком 1988 году был моим первым учителем в школе инструкторов службы собак. В своей речи он дает свою профессиональную оценку служебному собаководству на тот момент. Получила только развитие кинология в плане экстерно-декоративного развития, а служебное собаководство, к сожалению, стоит на месте, а вообще-то на нулевом уровне. С того времени прошло еще 14 лет, и все это время служебное собаководство катилось в пропасть и на сегодняшний день деградировало полностью. Каким будет служебное собаководство в будущем, сложно представить, но хочется верить, что у него есть радужные перспективы. Цель этого канала – рассказать о философии «Каскада» и найти единомышленников, ведь есть немало кинологов, имеющих опыт боевого применения, которые обладают знаниями в выращивании и подготовке собак нужного качества. Каждый профессионал имеет в своем арсенале какие-то наработки. Обращаясь к таким профессионалам, хочется сказать: «Каскад» приглашает вас к сотрудничеству и готов поделиться своим опытом и знаниями, и чему-то научиться у вас. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч!